Ну и вторая новость. Вторая новость, конечно же, касается главы службы Василия Малюка. Очень интересная ситуация. Ну, вы знаете, что Басманный суд Москвы, басурманный я его называю, выдал ордер на арест Василия Малюка. Его там обвинили во всех грехах, какие только смогли выдумать на сегодняшний день. А сейчас источники из Российской Федерации говорят о том, что в Кремле для Путина, лично для Путина, глава службы Василий Малюк стал целью номер один. На него принято решение, что теракт в Крокусе тоже повесить на СБУ, что это СБУ все проводило, что под руководством Малюка этот теракт проходил. Вот. Есть намерение объявить его главным террористом. И об этом вот сообщают различные источники, как в Кремле, так и в владных коридорах Российской Федерации. Говорят, они основываются на том, что Путин до сих пор не может простить службе 2 удара по Крымскому мосту, особенно первый удар, помните, подрыв грузовика, там 20 тонн взрывчатки, 3 пролета тогда обвалили. Кстати, тот же подрыв моста был приурочен к дню рождения Путина. И его самая любимая скрепа в канун его дня рождения была разрушена проведением вот такой вот специальной операции. А также морских дронов, атака морских дронов Sea Baby на Крымский мост и на корабли Черноморского флота, потому что довольно большое количество кораблей и суден обеспечения было потоплено с помощью этих дронов. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет служба, это нефтеперегонные заводы. 13, я вам приводил справку позавчера буквально, о том, что 13 предприятий было атаковано с помощью дронов службы безопасности Украины. И, как говорил Василий Малюк, это отдельный фронт службы безопасности в плане борьбы с нашим врагом. Очень жаль, что наши партнеры, даже такие уважаемые люди, как Ллойд Остин, поддаются политическому давлению и призывают нас не бить по НПЗ. Почему? Хотя топливо — это кровь армии. Не будет топлива, не будет армии, не будет возможности рашистским войскам воевать и убивать наших граждан и захватывать нашу территорию. Я думаю, что мы продолжим эти удары, потому как, не лишив врага топлива, нам будет очень сложно выстоять в этой войне. Так что вот такая вот отдельно его фронт, который он объявил, фронт, нефтеперегонный, перерабатывающий фронт, на 14% просел рынок бензина в Российской Федерации. У них сейчас критическая ситуация с запасами бензина для населения. Понятно, как я и говорил, тут гадалки не ходи, что, конечно же, правительство РФ выберет в приоритете армию и войну. И поэтому, но чтобы не было социального взрыва, чтобы на заправках сейчас не начали появляться таблички «бензина нет», они уже просят у Казахстана и у Белоруссии. Причем запрос идет где-то 100-150 тысяч тонн. Они просят бензина им предоставить, чтобы удержать ситуацию на бензиновом рынке внутри России, на рынке внутреннего потребления. Так что еще одна, да, вот по поводу Крокуса надо еще добавить, как же они могут привязать службу безопасности к теракту в Крокусе. Ну, во-первых, мы уже видим, что эти бедные таджики, которых там и избивали, и допрашивали, используя их ранения, болевые ощущения, били прямо на камеру, выбивали какие-то признания. Понятно, что они уже рассказали, что их финансировала фирма Бурисма. То они не могли, они на русском языке еле говорят, а теперь они уже даже знают, что такое фирма Бурисма, и говорят, что она через эту фирму финансировали. То есть они вспомнили. Еще их немножко попытают, и они достанут где-то зашитую в подкладке пиджака или в заднем кармане брюк, или в потайном кармашке на трусах визитку
визитку главы службы безопасности. Я не удивлюсь, потому что теперь они уже там предполагают, ну как привязать, чтобы таджики дали показания, что фирма Бурисма платила там через СБУ, СБУ готовила, их готовила. Сейчас они начнут рассказывать, как их готовила СБУ где-то там в Сирии или где-то еще, в Африке, хотя что им там делать, трудно сказать. Но тем не менее, посмотрим, какой очередной бред выдумает Следственный комитет Российской Федерации, чтобы повесить это на главу службы безопасности Украины. Но в любом случае несколько источников в Российской Федерации подтверждают, что Василий Малюк стал целью номер один для Путина. Ну теперь пусть боится, потому как Василий Малюк будет защищаться. Наша служба действительно претендует на звание украинского Моссада. А Моссад серьезная разведка. Не равен час и в Кремль заглянут, и в кабинет постучаться к Путину. Вот тогда будет интересно. Вот тогда мы тут в Украине все улыбнемся. Ну что ж, а теперь мы еще, кстати, о потерях надо одну добавить. Сегодня в Крыму был сбит вертолет, это морская авиация К-27, вертолет-разведчик, который занимается поиском надводных и подводных целей. Предположительно, он был сбит системой ПВО, российской системой ПВО, Friendly Fire. Там военкоры российские подняли вой на болотах в плане того, что надо награждать уже экипажи средств ПВО, которые так усиленно сбивают. Кстати, этот вертолет как разведчик мог бы обнаруживать такие цели, как наши морские дроны, малоразмерные безэкипажные катера. Вот. Но теперь уже не может. Он сбит, упал, экипаж погиб. Ну, мы не сбивали, но мы запишем себе это в плюс в те потери, которые несет российская авиация, пусть даже морская, а морская тем более, наверное. Вот. Так что вот такая вот еще одна приятная новость из Севастополя, из украинского Севастополя.